Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Привет, друзья! Сегодня пекем блинчики с мясом. Традиционно на Масленицу всегда пекли блины, разные блины. Я вам сегодня представлю очень простой и вкусный вариант, который все любят в нашей семье. Это блинчики с мясом, и для этого нам понадобится мука 300 грамм или 8 столовых ложек с горкой, 1 чайная ложка соли, 2 яйца, вода у меня тут 1 литр, но нам понадобится всего 650 миллилитров, и мясной фарш, который сделаем сами. В миску просеем муку. Мука просеивается для того, чтобы избавиться от примесей и насытить муку кислородом. Добавим в нее соль. Перемешаем. Посередине сделаем небольшую луночку и туда вобьем 2 яйца. Чуть-чуть взболтаем их. И в эту массу будем доливать воду понемножечку. Вот вылили мы где-то 500-600 миллилитров воды. И теперь размешаем наше тесто. Вот, друзья, тесто я размешала, видите, комочков у нас нет, но оно по-прежнему у нас густое. Наша задача сделать его как очень жидкая сметана. Добавляем еще воды, размешиваем. Все, друзья, наше тесто готово. Осталось его оставить на полчаса для того, чтобы образовалась клейковина. И после этого мы сможем с вами выпекать блинчики. Друзья, пока у нас настаивается тесто для блинов, займемся начинкой. Тут у меня 3 бедрышка куриных, 1 луковица большая, 2 столовые ложки сметаны, пучок укропа свежего, 1/4 часть чайной ложки перца черного и чайная ложка соли. В первую очередь мы перекрутим на мясорубке бедра куриные, освободив их от косточек, с луком. Сделаем фарш. Из куриных бедрышек я сделала фарш, и теперь, друзья, всыпем укроп мелко нарезанный, соль и перец. Размешаем. Так, фарш у нас сформирован, теперь надо, чтобы он настоялся. Это где-то минут 15-20 достаточно будет. Прошло полчаса, тесто постояло, настоялось. Вот такая густота его, жидкая сметана. И теперь мы отправляемся жарить наши блинчики. Друзья, я поставила сковороду нагреваться, ее необходимо хорошенько нагреть. И при выпекании вот этих блинчиков, именно этих, я не лью масло в тесто. Я использую, такая у меня есть пиалочка, я беру просто, опускаю в нее кисточку кулинарную, стряхиваю лишнее масло и обмазываю сковородку. Даю нагреться сковороде уже с маслом.
начнем выпекать наши блины. Половина половника выливаю в центр. Заполняю все пустоты на сковороде. И ждем, пока подсохнет верх блина. На этих блинчиках не будет ни дырочек, ни кружавчиков. Это специальные блины для того, чтобы заворачивать в них начинку. Самое простое тесто, и я уверена, оно вам понравится именно в блинах с начинкой. Это блины для начинки. Подсох верх. Теперь можем переворачивать блинчик. Видите, он светлый, беленький, но без дырочек. Смотрим вторую сторону. Она уже, я думаю, подпеклась. Да, можем убирать блин на тарелочку. Опять кисточкой смажем дно сковородки. И нальем половину половника теста. И распределяю по окружности. Вот видите, какие они? Они обычные. Ну, небольшой узор присутствует, но без дырочек. Вы помните, что мы не добавляли в тесто ни соду, ни разрыхлитель. У нас только вода, соль, мука и яйца. Все. Блинчик готов с обратной стороны. Выкладываем его на тарелочку и так далее, пока не закончится тесто. Друзья, пока на одной сковородке выпекаются блины, на вторую сковородку вольем 2 столовые ложки масла и выложим наш фарш. Он уже настоялся, пропитался. Запах обалденный просто от него исходит. Помешаем. Старая сковородка, поэтому уже мешаю ложкой, не боюсь. Распределю фарш по сковороде и закрою его крышкой. Сделаю маленький огонь, пусть тушится. Нам его нужно потушить минут 30. Время от времени нужно его помешивать. Друзья, начинка наша тушится уже 20 минут, уже практически жидкость испарилась. И сейчас для того, чтобы наша начинка была очень вкусной, добавим сметану. Она придаст сливочный вкус нашей начинке. Помешаем. Начинка готова, теперь ей нужно дать время остыть, точно так же, как и блинчикам. И тогда начнем фаршировать их. Ну вот, друзья, из этого количества теста, которое я вам показала, я испекла 12 блинчиков. Вот хочу вам показать, какие они нежные.
Вот такие они с одной стороны и вот такие с другой. Обжаривать будем вот эту сторону, которая у нас была вторая на сковороде. Переворачиваем блинчик, накладываем начинку. Начинку я люблю класть поменьше, потому что я хочу чувствовать баланс в блинчике и фарша, и блинчика. Складываю конвертом. Раз, два. Все, блинчик готов. Укладываем в посуду. Делаем следующий блинчик. Накладываем фарш немного и заворачиваем конвертом. Выкладываю. Ну вот, друзья, блинчики нафаршировала. Получилось их 12 штук. Такие они у нас красавцы. Вы знаете, вот вид блинчиков напоминает мне те самые блинчики, которые были когда-то, помните, в кулинарии продавались в советские времена. Вот это те самые блинчики, естественно, с более вкусной начинкой, потому что начинка у нас домашняя. Сейчас обжарим блинчики на сковороде и посмотрим их в разрезе. На сковороду налила масло и выкладываем блинчики. Друзья, блинчики у нас готовы, поэтому нам достаточно немножко зарумянивания на каждой из сторон. Обжариваем на небольшом огне. Вот это тесто для блинчиков с мясом я использую только когда начинка идет рыба либо мясо. Для творожной начинки у меня тесто другое, и у меня есть отдельное видео, где я вам показывала, как я делаю блинчики с творожной начинкой. Блинчики обжарились, выкладываем их на блюдо. Суперские блинчики получились. Я их очень люблю, обожаю просто, именно из такого теста. На блины из мяса, из рыбы я другого теста не признаю, только это. Вы попробуйте, и я думаю, вы его по достоинству оцените. Во-первых, простота, все дешево. Самое дорогое это, наверное, мука и яйца. Все. Остальное соль и вода. И очень-очень вкусно. Поэтому попробуйте блинное тесто на воде, и я уверена, вы его оцените. А сейчас давайте разрежем блинчик. Ну вот он какой красавец. Сейчас попробую. Вкуснятина. Супер.
Друзья, кто давно не делал блинчики с мясом, очень рекомендую. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!